Good morning, my brothers and sisters in Christ. Доброе утро, мои братья и сестры во I Христе. love being in front of you Вы guys. знаете, я обожаю перед вами здесь I стоять. see interested people. Я здесь вижу заинтересованных людей. Every time I come and hear singing in two languages, I'm remembering something that happened to me years ago. Вы знаете, я каждый раз приезжаю сюда и слыша пение на двух языках, я сразу же вспоминаю один случай, который со мной случился I когда-то. went to the European lectureships, Однажды я поехал на европейские лекции. and they had 6 languages that everything was translated into. Там было представлено 6 языков, поэтому перевод делался на 6 языков. And when a song leader got up to lead singing, he led the song, the first verse, in the language of his own language. И когда вышел ведущий пение и начал вести, он начал вести первый куплет на своем родном языке. And everybody had to sing his language. И все должны были петь на его языке. But on verses 2, 3, 4, and 5, everybody sang their own language. Но на втором, третьем, четвертом, пятом куплете каждый пел на своем языке. Same tune, Хотя мотив один и 6 тот же, languages. но 6 языков. It was great. Вы знаете, как замечательно? And I love hearing you guys sing Мне так нравится слушать, как вы поете. because I hear your hearts in the whole process. Потому что я в этом процессе пения слышу, как поют ваши сердца. I bring you greetings from the Mesquite Church of Christ and the Webb Chapel Church of Christ. Я вам привез приветствие от Церкви Христовой Москит и Веб-Чепу от двух общин. 600 people who are praying for you every day. Это 600 человек, которые каждый день о вас молятся. And they've seen your pictures, Они видели ваши and фотографии. you cannot hide. Вы не сможете от них спрятаться. I will take more pictures Потому back. что я еще буду фотографировать. И And you с still собой can't hide. отвезу. You still can't hide. So I want you to know how much you're appreciated Просто я хочу знать, хочу, чтобы вы знали, что они вас очень ценят. by people you don't even know. И это те люди, которые вас даже не знают. You don't know how special you are. Но вы не знаете, насколько особенны вы для них. So I pray for you every day Я тоже каждый день о вас молюсь. that you can accomplish what you want to accomplish and be all that you want to be. Чтобы вы достигли того, чего хотите достигнуть. И были тем человеком, каким хотите быть. I'll try to keep today short because I know you want to get to your tests. Я постараюсь сегодня выступить коротко, потому что знаю, вам не терпится приступить к написанию теста. There's an American author and lecturer that I really respect. Вы знаете, есть в Америке один писатель, автор, вернее, и один человек, который часто выступает с лекциями, которого я очень уважаю. His name is Ray Vanderlaan, and I know Jay Don knows who Его he is. звали Рэй Вандерлен, и я знаю, что Джей Дон с ним знаком. Ray Vanderlaan says that there's a difference between the Eastern mind and the Western mind. Мы знакомы с его работами, так вот. Рэй Вандерлен писал, что между западным и восточным мышлением есть разница. That the Eastern mind likes to hear stories. Что восточное мышление, да, оно склонно к тому, что очень любит разные истории. То есть люди с Востока любят слушать истории. And the Western mind likes details and facts and А вот figures. люди с западным мышлением, они любят больше деталей, подробностей и факты. The Western mind likes theology and argument. То есть на Западе западное мышление, оно предпочитает богословие, теологию, да, оно аргументацию предпочитает. And yet the Eastern mind А can do all of восточное that мышление in story. все это предоставляет, но посредством истории. I attended a lecture by Ray Vanderlaan just about 3 weeks ago. И вот я буквально 3 недели назад был на лекциях, где выступал этот человек Рэй Вандерлен, And he told this story. и вот он рассказал там такую историю. There was an old Jewish rabbi who always walked the same way home. Один иудейский раввин всегда ходил домой по одной и той же дороге. He taught at a school, he studied at a school, but he always went home the same way. Он преподавал в одной школе, он там сам учился, но домой каждый день ходил одной и той же And on the дорогой. way home, there was a fork in the road, and he always went to his home. И всегда, вот идя домой, там была развилка, и он всегда поворачивал налево, чтобы пойти домой. Well, one night he was so deep in thought, and he was quoting the Torah to himself. Однажды вечером он, идя домой, был настолько погружен в свои мысли, цитировал про себя Тору, And he didn't see the mistake that he made, but he went right instead of и left. даже не заметил, как он ошибся, и пошел вместо He found налево направо. himself standing in front of a Roman garrison, Roman fortress. И вдруг он как бы уже очнулся, когда он стоит перед
вот такой римское как бы сооружение, ну как башни такой. And the guard on top of the wall stopped him short Сторожевой башни, и его сразу же стража остановила. and said, "Halt, who are you and what are you doing?" Стоять! Ты что здесь делаешь? Ты кто такой? Well, the rabbi was caught off guard, but Ну, he раввина застали как бы там, quickly retained his senses. ну, он был не готов, да, но он быстренько пришел в себя. He said, "How much are they paying you to ask those two questions?" И он задал такой вопрос: а сколько вам платят за то, чтобы вы задавали людям вот эти два вопроса? And the guard said, "They're paying me 3 denarii a day. Jew, what is it to you?" Они говорят: еврей, мне 3 динария в день платят, а тебе какое дело до этого? He said, "I'll pay you double that А ему раввин говорит: а я тебе вдвойне заплачу. if you'll come to my house and ask me the same 2 questions every morning." Если ты каждое утро будешь приходить ко мне домой и задавать мне эти же 2 вопроса дома. 2 questions. 2 вопроса. Who are you Ты кто такой and what are you doing и here? что ты здесь делаешь? Now the second question is obviously based a whole lot on the first. Но второй вопрос в данном случае очень сильно он связан с первым. And so I ask you, Поэтому я от вас хочу сегодня, as I have asked myself, как я себя спрашиваю, who are you? Really? вы кто такие? Down deep inside where nobody Каждый из sees. вас внутри себя каким видит? Down inside where you can't hide. Внутри, где вы ничего не можете спрятать. Down inside where there's no falseness. Внутри, где вы не можете солгать. Down inside where there's no barrier for people to see. Где нет стен, за которыми вас люди не видят. Who Кто are you? вы на самом деле? If you were to be found at your weakest moment, and if Если this is вас who I am, застать врасплох, да, в момент вашей слабости, what то, kind of questions would come to your mind? What would you be? то какой ответ придет вам на ум? Кто вы? I have to ask myself that question. Я себя должен иногда об этом спрашивать. What's the real me that cannot be touched by you? Я настоящий. Why do I do what I do? Тот, на которого как бы не влияете вы, то есть со стороны. И почему я занимаюсь тем, чем я занимаюсь? When you get up in the morning and the first thing you see in the mirror, is that you? Когда вы утром просыпаетесь, идете к зеркалу и видите там свое отражение, это на самом деле вы? I hope not. Но я надеюсь, что нет. Because when I get up in the Потому morning что and когда look in я the mirror, утром просыпаюсь и смотрю в зеркало, I see an ugly Я вижу old man with a beard, некрасивого, старого мужчину с бородой, with hair going like this. волосы торчат во все стороны. At least the hair that I Ну, have. по крайней мере, то, что осталось от них. I told my wife I quit growing it on top and grew it in front. Я сказал жене: это я так специально вверху перестал их растить, чтобы впереди они у меня отросли. I had a picture taken of this beard recently, Вы знаете, недавно сделал фотографию своей бороды. and I looked at it and I said, this picture doesn't do me justice. И я думаю, ну как бы эта фотография не вполне меня отражает. My wife said, you don't need justice, you need mercy. Ну как бы это несправедливое мое отражение. А жена говорит: а тебе справедливость не нужна, тебе милость нужна. But is that who I am? Справедливая оценка не нужна. Но на самом ли деле я это? Now, I have to tell you, I am proud of my heritage. Вы знаете, на самом деле хочу вам сказать, я очень горжусь своим наследием. My great-grandparents on both sides were members of the church. Вы знаете, мои прадедушки и прабабушки по обоим линиям были членами церкви. How blessed I am. Вы представляете, какое для меня это благословение? My grandparents, both sides, members of the Мои church. бабушки и дедушки с обоих сторон тоже были членами церкви. My grandparent on my dad's side, my grandfather was a farmer. Мой дедушка по папиной линии был фермером. So every time I read the stories of farmers, Поэтому каждый раз, когда я читаю people who историю о sow, земледелии, о людях, которые сеяли, I relate to that. вы знаете, это мне близко. Those of you who are in my Old Testament Те из вас, кто sacrificial проходит class со мной сейчас систему жертвоприношений, heard me say yesterday, I've seen sacrifices. которые слышали, как я вчера говорила о том, что я видел, как приносят жертвы. That's how we ate. Ну, в том плане, что мы тоже так закалывали животных, чтобы кушать. We raised animals and Мы we slayed тоже them. выращивали домашних And we животных, ate мы those их закалывали, мы их ели. And they were all done with godly backgrounds, and I just love my grandparents. То есть вот это все, знаете, в моей семье очень долго такое христианское наследие, и я за это очень люблю вот, своих предков. My grandparent on my mother's side, my grandfather was a coal Отец- miner. Coal miner. Мой дедушка по маминой линии был шахтером. He's been in several cave-ins.
И он не раз работал в разных угольных шахтах и даже был, ну, как бы вот в завалах. It broke his back in a mine. В одном из завалов как бы, он поломал себе спину, ну, сломал себе хребет. But faithful in everything. Но он во всем оставался верным. Hands of steel. Вот действительно, как бы руки из стали были. I hated to sit down beside him Вы знаете, я терпеть не мог рядом с ним сидеть. because he would grab my knee, Он иногда так взял, как брал меня за колено, знаете, and it was the grip of a vice. It's so tight it hurt. и говорит, ну как сжимал, как будто это клещи какие-то, то так больно было. But he loved me. И так он любил меня. And so my grandfather on my father's side produced my father. My grandfather on my mother's side produced my mother. Поэтому у одного из дедушек у фермы родился мой папа, у второго дедушки родилась моя мама. My father was the oldest of 6. He was the only one out of the 6 that went to school. И мой папа был старшим из 6 детей, и он единственный из них, кто ходил в школу. My mother Моя мама, didn't go to school after high school. после закончив школу, не пошла продолжать обучение. She raised 4 boys, of which I'm the first, Она вырастила 4 сыновей, воспитала, вернее, из которых я первый. and a lot of other children. И многих других воспитывала детей. And I know what it means to be loved. И я знаю, что значит, когда тебя любят. But is that who I am? Но на самом деле это то, кем я являюсь. Because you see, regardless of your current heritage, Вы знаете, независимо от того, от вашего наследия, от вашего происхождения, if you are baptized into Christ, you have an even greater heritage. если вы крещены во Христа, то у вас появляется намного большее And наследие. when people ask you who you И are, когда вас that's люди the heritage you спрашивают, start with. кто вы, то вот с этого второго наследия нужно начинать. Это важнее. Paul says it fairly clearly. Павел очень ясно об этом говорит. 2 Corinthians 5:17, if you're in Christ, you're a new creature. 5:17, 2 Коринфянам, он говорит, если вы во Христе, то вы новая тварь. Oh, you might look the same. Нет, ну, как бы внешне вы, конечно, может, и не изменились. You might wear the same И clothes. одежда, может, у вас та You же. may comb your hair the same way if you have it. И вы, может быть, расчесываетесь одинаково, как и раньше, если у вас волосы еще есть. All that may be the same, but inside you're a new То есть creature. это, может быть, и не изменилось внешне, но внутренне вы стали другим творением. I'm told that the Greek in that passage tends to mean that you really are new. Вы знаете, ну, мне как бы вот сказали, как бы знатоки греческого, что слово в греческом языке в данном стихе означает абсолютно новый. You're a new person Абсолютно новый человек. with new attitudes, Абсолютно новое должно быть отношение. a new outlook on life, И абсолютно другой взгляд на жизнь. a new willingness to work in many ways, Новая, абсолютно новая готовность работать, что-то делать. a new willingness to deal with others in better ways. Готовность строить лучшие отношения с другими людьми. That's who you are. Вот кто вы теперь. Paul in Colossians talks Павел в about послании к Колоссянам говорит, putting off the old man что прежнего нашего человека нужно убрать, and нужно облечься and ему, putting on a new man. отложить, вернее, его. И нужно облечься в нового. The idea is that you are changing. Знаете, в чем тут смысл? Что нужно меняться, что вы You are меняетесь. becoming a new Вы you. становитесь новым человеком, новым вами. So when you get up in the morning and you Поэтому, see your когда image in the вы mirror, утром просыпаетесь и видите в зеркале свое отражение, that's not who you are. на самом деле это не вы. Paul in Romans Павел в chapter послании к 8, Римлянам 8 главе, Romans chapter 8 Римлянам 8 глава, says the Spirit testifies with our spirit that we are God's children. говорит, что Дух вместе с нашим Духом свидетельствует, что мы Его дети. And if we are His children, А если мы Его дети, we are heirs of God то и Himself. наследники самого Бога. We are the inheritance of the one who spoke the world into existence. Мы наследники того, кто Словом все сотворил. We are His offspring. Мы Его потомки. Who are you? Кто вы? You are children of Вы Almighty God. дети Don't ever forget могущего that. Бога. И никогда об этом не забывайте. Now, if you solve that problem, Ну, если эту проблему мы решили, you shouldn't have problems with the second question. то со вторым вопросом у вас вообще не должно быть проблем, как на него ответить. What are you doing here? А что вы здесь делаете? I challenge you to read 1 Kings chapters 18 and 19. Я вам советую прочитать третью книгу Царств, 18-19 главы. Not during your test, Не во время только теста читайте. following the test.
А после теста почитайте. It is the story of Elijah. Это история об Илии. Elijah just defeated the prophets of Baal, 450 Когда он of them. только победил 450 пророков Ваала. What a success that was. Представьте, какой успех. He conquered the prophets of Baal. Одержал победу над пророками Ваала. And then along comes Jezebel Но затем появляется Изавель. and basically says, По I'm сути going to do говоря, to you what you did to Я them. с тобой сделаю то, что ты сделал с ними. And in spite of his success, what does И he do? несмотря на свой успех, как он поступает? He runs. Бежит. And he hides under a И tree. прячется под деревом. And an angel feeds him and gives him И something to drink. ангел его кормит, He goes дает ему back пить. to sleep. Он засыпает. And the angel feeds him and gives him something to drink Потом again. опять ангел его кормит и поет. He runs again, Опять он бежит. finds himself in a cave, И оказывается в пещере. and then God shows up. И уже тогда ему является Бог. Now the question, Или вопрос. what are you doing here? Что ты здесь делаешь? What are you doing in this cave? Ты что делаешь в этой пещере? Do you not realize what you just Ты did что, не видишь, что ты только что сделал? with my power? Моими силами. Are you aware of what you just did with my Ты вообще power? осознаешь, что ты только что сделал благодаря моей силе? Why are you in this cave? Почему ты теперь здесь? And so Elijah says, well, Илья говорит, the Israelites broke the covenant. израильтяне нарушили завет. They're tearing down all the idols, all the altars. Но теперь они разрушают алтари, жертвенники идолам. Those people out there are doing everything, and I'm the only faithful one left. Теперь, вернее, они разрушают наши жертвенники и алтари, и я единственный, кто остаюсь верным. And I almost hear God clearing his throat. И вы знаете, мне вот даже как представляете, как Бог в это время так очищает горло, откашливается. What are you doing Ты here, что здесь Elijah? делаешь, Илья? Now, I've got to ask you that question Вы знаете, я должен у вас спросить. and make sure you understand something. И хочу, чтобы вы понимали. You are children of the Вы King. дети царя. Jesus Christ is Иисус your Христос. elder brother. Ваш старший брат. He is yours. Ваш. And you're going to have some success. И у вас будут успехи. You're going to have some failure. У вас будут поражения. You're still a child of the King. Но при этом вы все равно будете оставаться You still чадом царя. Don't let what somebody else does decide whether you think you're a child of a king. И не позволяйте, чтобы другие люди, их мнение определяли или что-то меняли в вашем осознании того, что вы дитя самого царя. You make sure your relationship is good. То есть вы работаете над тем, вы следите за тем, чтобы у вас были с ним хорошие отношения. And that you remember who you are. Главное, помните, кто вы такой. And don't let others И не determine for you that позволяйте feeling. другим определять это для вас. One short story, I think I told it last year, but it's good Еще illustration. хочу рассказать одну короткую историю. Мне кажется, в прошлом году я ее говорила, но она очень хорошо иллюстрирует важный принцип. Two children went to see their grandparents. Однажды двое детей поехали к своей бабушке и дедушке. They look forward to the time with their grandparents. Они очень ждали этого времени, чтобы провести They're going to с spend ними. about a week with them. Они должны были у них пожить около недели. And the little boy had just gotten a brand new slingshot. И мальчик только-только вот получил новую рогатку. Ну, не рогатку, а как прощу, знаете. He could not hit anything with that Но slingshot. ничего не мог, ни во что не мог попасть. If he shot a rock up into the air, he couldn't hit the ground with that rock. То есть вот если бы он настолько было все дело плохо, что если бы он бросал камень в воздух, он бы даже на землю не попал. He'd fired the barn, and he couldn't hit the barn. Вот даже перед ним огромный сарай стоял, он не мог даже в этот сарай But стоять. he and his sister were out in the woods and finally decided to go back to the house. И вот как-то они с сестрой игрались под деревьями, и потом решили пойти в дом. And he saw his grandmother's duck. И вот он увидит, идет утка его бабушки. And he picked up a rock, put it in a slingshot, И вот он and fired it берет at the duck. камень и думает, ну сейчас вот попробую, ну и вот вложит камень в эту рогатку или в эту прощу и выпускает его. Hit it right in the head and killed it. Прям в голову. Прям в голову и насмерть. 1 in a million shot. Один раз за миллион он попал. What was he going to do?
И что теперь делать? Took the duck Он and берет he эту утку hid it in the wood pot. и прячет ее, там какой-то деревянная такая стояла, вот, сосуд какой-то или деревянный кувшин, он его туда засунул, ее туда засунул. And he saw that his sister was looking. Но сестра все видела. So they went into the house. Они заходят в дом, And everything was okay for a while. и какое-то время все нормально. They had something to eat. Они покушали. And they got up, and Grandma said, I would like for Susie to help me do the dishes. И они встают из-за стола, а бабушка говорит, я хочу, чтобы Сюзи помогла мне мыть посуду. And Susie said, I think Johnny would like to do it. Мне кажется, Джона хочет тебе помочь. Wouldn't you, Johnny? Джонни, не правда ли, Джонни? Remember the duck. Помнишь? So Johnny did the dishes. Идет Джонни и моет посуду. The next day, На следующий день Granddad wanted to take the two kids fishing. дедушка захотел повезти внука на рыбалку. Grandma said, I want to keep Susie here to help prepare dinner for tonight. А бабушка говорит, нет, Сюзи мне оставь, мы будем вместе готовить ужин. Susie said, А I Сьюзи в think ответ, Johnny wants to help you with Джонни something. хочет тебе сегодня помочь приготовить ужин. Don't you, Johnny? Не правда ли, Джонни? Remember the duck. Он не шутит. 4 or 5 days later, Johnny's tired Проходит of doing his chores and 4 Susie's chores. 5 дней, и уже Джонни начинает надоедать, что он и свою должен работу делать, и за Сьюзи должен всю работу делать. Couldn't take it anymore. Уже все, он терпеть не мог, He goes to Grandma. идет к бабушке He says, и говорит, I've got to tell you, я должен признаться, I killed your duck. я убил твою утку. She said, I know. А она говорит, а я знаю. I saw you kill it. Я даже видела, как ты в нее попал. But because I love you, I No. have forgiven you. Я тебя люблю, поэтому я тебя простила. And she said, I was wondering how long you would let Susie control your life. Но мне просто было интересно, до каких пор ты будешь позволять Сьюзи контролировать твою жизнь? Don't let Не anyone позволяйте никому, tell you Говорить you are вам, not a child что вы of не God. дитя Божье. You are a child of the King. Вы дитя Mistakes and all, царя. Несмотря ни на что. frailties and all, Во всем. regardless of Во всех how обстоятельствах. you may mess up sometimes, you're a Несмотря child на of the то, что King. иногда у вас будут ошибки, вы все равно остаетесь детем May царя. God bless И you пусть in that Господь knowledge. вас в этом благословляет, чтобы вы всегда об этом знали. Thank you. Спасибо.